Этот якутский бык внезапно убежал в лес, вынудив фермера тайно последовать за ним. Когда он в конце концов узнал, что задумало животное, он разрыдался, не в силах сдержать свои эмоции. Михаил наблюдал, как Бусик, его 9-месячный якутский бычонок, небрежно зашел в сарай в 9 часов вечера, как раз когда он собирался закрывать его на ночь. Михаил уставился на быка, разинув рот и в замешательстве нахмурив брови, не зная, что делать с этой ситуацией. Вряд ли Бусик выходил за пределы амбара. Михаил был простым фермером с простым, предсказуемым распорядком дня. Днем он ухаживал за полями и кормил своих животных, а на ночь запирал амбар, чтобы не слышать звуков, издаваемых домашним скотом, прежде чем отправиться спать. Спустя, как ему показалось, 5 минут он очнулся от своего кратковременного оцепенения, намереваясь закрыть дверь и вернуться в свой скромный домик, когда заметил еще одно странное и несколько настораживающее поведение Бусика. Бык пристально, но невидяще смотрел на вход в сарай, где стоял фермер средних лет. Ему казалось, что он смотрит прямо на Михаила. Но мужчина точно знал, что это не так. Михаил проследил за его взглядом, ожидая увидеть хищника или, возможно, бездомное животное, но там никого не было. Ругая себя за излишнюю предусмотрительность, он пожал плечами и закрыл двери, все еще думая о странном поведении Бусика. Фермер задавался вопросом, о чем думал его молодой бычонок, уставившись в пространство. Он и не подозревал, что у Бусика был план в мире за пределами амбара, который заставил его разрыдаться, когда он двинулся по извилистому пути открытий. Бусик родился холодным января утром 2016 года. Как и другие телята на ферме Михаила, Бусик с самого начала был активным и любопытным комочком энергии. Он шатался по сараю на нетвердых ногах, исследуя каждый уголок и трещинку, при этом оказываясь в неудобных позах. Бык также играл со своими собратьями-телятами, бодаясь головами по всей ферме и истекая радостью от удовольствия. Михаил находил его игривые выходки милыми. Это покорило его сердце и заставило его с нетерпением ждать ежедневных встреч. Бусик терся носом о руку Михаила, пытаясь почесать его за ушами. Потом, в другой раз, молодой теленок ходил за ним по ферме, все еще дрожа от не до конца окрепших ног, и у него постоянно текла пена, как будто он вступал в разговор. Михаил приветствовал это внимание теплой улыбкой. Именно такие мелочи заставляли его с радостью и вниманием относиться к кормлению и уходу за теленком. Бусик был его ценным быком и компаньоном, и он верил, что ничто не сможет изменить динамику их отношений. Он и не подозревал, что необычное поведение, которое проявилось у бычка несколько месяцев спустя, сильно изменило его мнение. По мере того, как он рос, у Бусика появилась привычка покидать сарай и отправляться к озеру, чтобы встретиться с матерью и сосать ее. На этом этапе отлучения Михаил все реже и реже видел своего любимого бычонка, и, хотя он отказывался это признавать, фермер находил это душераздирающим. Он скучал по их общению и мечтал о том, чтобы бычонок появился на ферме. К сожалению, эти желания не сбылись. Через некоторое время, по мере того, как недели превращались в месяцы, Бусик привыкал к этому комфортному распорядку дня. Он проводил невообразимое количество времени у озера, которое находилось за пределами видимости Михаила с фермы, и часто возвращался вечером. По мере того, как это происходило, авантюрный дух Бусика усиливался, и бык предпочитал резвиться на солнышке и свежем воздухе в окрестностях озера вместо того, чтобы идти в сарай. Михаил наблюдал, как его любимое фермерское животное постепенно отдалялось от него. Когда Бусик не был на озере, он часами валялся на мягком сене и дремал. Медленно, но верно Михаил начал смиряться с тем фактом, что его якутский бык, возможно, нашел свое счастливое место на берегу озера в одиночестве и решил позволить ему наслаждаться этими простыми радостями жизни. Однако постепенно, по прошествии нескольких месяцев, ситуация приняла неожиданный оборот. В 7 месяцев Бусик стал реже выходить на озеро. Казалось, что якутский бычок наконец-то преодолел стадию отлучения от груди и быстро переходил к следующему этапу своей жизни.
Михаил просиял от гордости, осознав это. Его толстый друг-животное явно становился взрослым. Молодой фермер немедленно наполнил сарай огромными запасами соломы и сена, подготовив обширное пространство для одного из самых долгожителей. Как и ожидалось, Бусик снова проникся симпатией к амбару. Его прогулки за его пределы стали привычными, так как он полностью утратил интерес к внешнему миру. Казалось, что его авантюрный дух был укрощен, и он предпочел спокойную жизнь. Этот новый режим сохранялся некоторое время, пока несколько недель спустя Михаил не заметил внезапную перемену. Когда Бусик был на 9-м месяце, в нем начало происходить что-то странное. Бык расхаживал по сараю, затем останавливался и с тоской смотрел на широко открытую дверь, как будто что-то обдумывая. Михаил наблюдал за этим поведением в течение нескольких дней, и когда оно стало невыносимым, он решил вызвать ветеринара. После этого странное поведение продолжилось. Ситуация даже обострилась до такой степени, что Бусик несколько раз выходил из сарая и возвращался обратно, как будто им управляла какая-то внешняя сила. Бедный фермер быстро позвонил своему доверенному ветеринарному врачу Андрею. «Доктор». Андрей прибыл незамедлительно, успокоив Михаила. После тщательного обследования врач сообщил, что не обнаружил никаких проблем с физическим или психическим здоровьем Бусика. «Он здоровый бык», — объявил доктор Андрей, успокаивая встревоженного Михаила. «Иногда животные просто становятся немного беспокойными». После этой оценки врач предложил Михаилу сменить кормление Бусика и провести дополнительные симуляции, чтобы посмотреть, поможет ли это справиться с его беспокойством. Михаил горячо закивал, готовый на все ради своего любимого бычка. Слово ветеринара мгновенно вселили в Михаила чувство легкости. В тот день он спал с надеждой, что нашел возможное решение странной проблемы Бусика. Однако только на следующей неделе он обнаружил, что, возможно, слишком рано расслабился. Михаил поступил так, как посоветовал врач. На рассвете фермер быстро сменил корм для Бусика и привел других животных на свою ферму, чтобы посмотреть, сможет ли это занять молодого бычка. В этом деревянном строении царило ощущение праздника, когда куры, козы и другие коровы сновали туда-сюда в бешенстве. Фермер средних лет надеялся, что бык каким-то образом ему подыграет. Однако Бусик оставался неподвижным и безразличным, лишь на мгновение задержав взгляд на других животных, прежде чем перевести его на вход в сарай. Это продолжалось некоторое время, заставив фермера окончательно потерять веру, но прежде чем он сдался, он увидел луч надежды. Бусик начал обращать больше внимания на бурлящую вокруг него деятельность, пока, наконец, не сдался и не подыграл ему. Михаил тяжело вздохнул с облегчением, довольный тем, что совет доктора все-таки сработал. К сожалению, это кратковременное облегчение вскоре сменилось теми же тревогами, которые мучили его в первую очередь, когда он увидел, как Бусик заходит в сарай. Тем вечером, при виде своего быка, небрежно входящего в сарай, по телу Михаила пробежали мурашки. Он понятия не имел, когда вышел Бусик, и это усилило его беспокойство. Но, несмотря на охватившее его тревожное чувство, Михаил убедил себя, что бык, вероятно, пошел к озеру, как и раньше. Но когда на следующий день он не смог обнаружить большого быка у озера, замешательство Михаила достигло небывалых высот. Его голова шла кругом, пока он искал на ферме своего якутского бычка. Он обшаривал окрестные поля, вглядываясь в горизонт в поисках знакомой фигуры Бусика. К сожалению, ничего не смог найти. Казалось, что бык только что полностью исчез с фермы. Единственное место, куда он не заходил, был густой лес к востоку от границ фермы. Никто из его животных не ходил по этой тропинке, так что маловероятно, что Бусик тоже ходил по этой дороге. Паника пронзила его, как электрический разряд, но прежде чем он отправил поисковую группу, бык внезапно появился снова и зашел в сарай, как и раньше. Ошеломленный Михаил молчал, наблюдая за этим странным поступком. Это было то же самое, что и накануне, и странное поведение бедняги по-настоящему поразило и смутило его.
Внезапный интерес Бусика к внешнему миру после нескольких месяцев спокойного времяпрепровождения в сарае оставался загадкой. Михаил задавался вопросом, что могло спровоцировать эту перемену, вспоминая о том, что он, возможно, пропустил за последние несколько месяцев. Хотел ли Бусик свободы? Михаил вспомнил слухи о том, что большинство якутских быков жаждут ощутить вкус внешнего мира после того, как пройдут стадию отъема. Не это ли происходило с его любимым Бусиком? Кроме того, куда именно исчезал бык и что могло вывести его на улицу 2 дня подряд? Этот шквал вопросов пронесся у него в голове, когда он посмотрел на своего быка. Михаил решил, что, какой бы ни была причина, он докопается до сути проблемы, даже если для этого придется пожертвовать своим расписанием, чтобы отследить привычки Бусика. Михаилу потребовался целый день, чтобы осмыслить все перипетии, которые характеризовали жизнь Бусика в последние несколько месяцев. Сначала он был беспокойным в течение нескольких дней, а затем исчез из поля зрения на 2 дня подряд, прежде чем вернуться к своей обычной жизни в сарае. Хотя это было выше его понимания, Михаил переварил это и принял нынешний образ жизни. Теперь, когда бык, казалось, пришел в норму, он меньше беспокоился и продолжал свою повседневную работу на ферме. Более того, быстро приближалась зима, а это означало, что Бусик вряд ли покинет теплый сарай ради каких-либо приключений на свежем воздухе, по крайней мере, он так думал. Когда Бусику исполнилось 11 месяцев, Михаил начал замечать те же тревожные признаки, что и раньше. Сначала взгляд быка задерживался на входе в сарай, а затем он начинал расхаживать по нему. Михаил предположил, что это как-то связано с холодной погодой. Возможно, сильный мороз начал сказываться на быке. Это было всего лишь предположение, поскольку фермер все еще подозревал, что Бусик исчезнет, как и в прошлый раз. Если бык и научил его чему-то, так это тому, что он всегда должен быть непредвзятым. Ничто из того, что делал Бусик с юных лет, не имело для него смысла. Поэтому он мысленно отметил, что при общении с этим загадочным существом нужно быть готовым к неожиданностям. Как он и предсказывал, однажды зимним днем Бусик совершил шокирующий поступок. Михаил нутром чуял, что его бык ударит утром, прямо перед рассветом. Поскольку он понятия не имел о своем исчезновении до тех пор, пока не вернулся вечером, он решил рискнуть и сделать ставку на раннее утро. Затем, словно заглянув в будущее, Михаил увидел, как огромная фигура Бусика выскальзывает из сарая около 6 утра. Молодой фермер тут же взял свой телефон и зимнюю куртку и, крадучись, последовал за быком, держась на безопасном расстоянии, пока он пробирался через снежные завалы тайком. Следуя за якутским быком, его разум перебирал множество вариантов. Он был в восторге от того, что наконец-то разгадает тайну своего быка. Что бы это ни было, Михаил был полон решимости присутствовать при этом. Однако ничто не могло подготовить его к тому, с чем он столкнулся. Брови Михаила медленно сошлись на переносице в замешательстве, когда он заметил, в каком направлении направился Бусик. Вместо того, чтобы направиться к озеру, Бусик свернул с курса, указав туда, куда он, по крайней мере, ожидал, в лес. Озадаченный, фермер ускорил шаг за быком, беспокоясь и гадая, что же могло заставить его убежать в лес. Подлесок становился все гуще, а земля покрылась толстым слоем снега, по мере того, как Бусик углублялся в густой лес, огибая его границы, пока не приблизился к соседнему городу. Из-за снега было трудно передвигаться по ландшафту, но Михаил продолжал двигаться вперед, движимый только чувством беспокойства и удивления. Что искал Бусик в лесу и почему он был так решительно настроен добраться туда? Вопросы вертелись в голове Михаила, пока он продвигался вперед, не отрывая взгляда от фигуры Бусика, теперь укрытой снежным покровом. Наконец, бык остановился, и сердце Михаила учащенно забилось в предвкушении того, что должно было произойти. К сожалению, это предвкушение вскоре сменилось разочарованием, поскольку ничего не произошло. Бусик просто стоял неподвижно, его тело не беспокоил безжалостный холод, что резко контрастировало с дрожащим состоянием Михаила.
Фермер ждал, что что-нибудь произойдет. И все же, в 100-й раз за этот день, поведение Бусика шокировало его. Понаблюдав, как ему показалось, с полчаса, Михаил решил, что с него хватит, и уже собирался выйти из своего укрытия, когда внезапное движение остановило его на месте. Бусик наконец сдвинулся со своего неподвижного положения, но плавным движением, которое казалось почти человеческим, сел на холодную землю, укрытую кучами снега. Михаил уставился на быка, разинув рот, так как был ошеломлен, потеряв дар речи от этого зрелища. Затем, спустя несколько мгновений, осознание обрушилось на него, как тонна кирпичей. Бусик был якутским быком, существом, известным своей стойкостью к холоду. Следовательно, для быка было естественно предпочитать природу. Однако, хотя это новое осознание потрясло его, больше всего его поразили большие вопросительные знаки, окружающие весь инцидент. Почему из всех мест его бык выбрал лес? И еще, почему он сидел там, на открытом месте, подвергаясь опасностям, подстерегающим его в дикой природе? Эти загадочные мысли поразили его с невероятной силой, и, прежде чем Михаил осознал это, он разрыдался. Бусик вздрогнул от его внезапной вспышки гнева, наконец-то осознав присутствие Михаила у себя за спиной. Но он оставался невозмутимым, просто смотрел на окружающее пространство, не обращая внимания ни на что в мире. Михаил, с другой стороны, не обладал таким самообладанием. Фермер подошел к своему быку, его голос дрожал из-за суровой погоды и переполнявших его эмоций. «Что происходит?» — спросил он, лаская Бусика. Его тело сотрясало дрожь, тяжесть ситуации давила на него, как камень. Все, о чем он мог думать, это о том, как сильно страдал его бык все это время. Михаил считал, что Бусик страдал от серьезного психического расстройства. Он видел, как нечто подобное случилось с коровой его друга, у которой был редкий случай коровьего бешенства, из-за которого она забрела слишком далеко к краю канавы и упала в нее. Михаил знал, что он не врач, но странное поведение, которое он наблюдал у Бусика в последние несколько месяцев, казалось ему тревожным признаком, указывающим на возможное ухудшение психического здоровья. Фермер знал, что быки могут переносить холодную погоду, когда температура превышает 60 градусов. Однако температура в тот момент была минус 20 градусов, но Бусик оставался невозмутимым, чувствуя себя комфортно, когда его тело покрывало все больше снега. Михаил подошел поближе к своему быку, пытаясь уговорить его вернуться в теплый сарай. Но Бусика было не переубедить. Казалось, он чувствовал себя более спокойно в своем положении. Обезумевший фермер попытался позвать на помощь, но его надежды рухнули из-за отсутствия связи на телефоне. Не имея другого выхода, Михаил побежал домой, сразу же подошел к телефону и позвонил ветеринару. Доктор Андрей прибыл через несколько минут и оценил ситуацию. Как и Михаил, Андрей не знал, что делать в сложившейся ситуации. Ветеринар провел несколько телефонных консультаций со своими коллегами в поисках ответов, и именно тогда он обнаружил нечто совершенно шокирующее. Михаил узнал, что Бусик, будучи якутским быком, от природы был холодостойким. Однако, что сделало его ситуацию странной, так это то, как он отправился в лес. Друг доктора Андрея, эксперт-психолог по животным, объяснил, что, вероятно, Бусик, будучи любителем приключений, жаждал побыть на свежем воздухе. Но, видя, что он не может уйти слишком далеко, рискуя столкнуться с дикими животными, он старался держаться поближе к соседним городам. Эта новость вызвала у Михаила бурю эмоций. Хотя он и убедился, что Бусик не страдает психически, это также стало для него озарением. Его любимый бычонок жаждал свободы, но был слишком осторожен, чтобы наслаждаться ею в полной мере. Чтобы решить эту проблему, Михаил приступил к работе после того, как в январе следующего года Бусику исполнился год. Молодой фермер построил для Бусика специальный вольер, который позволял бы ему свободно передвигаться, обеспечивая при этом его безопасность. Вольер был просто продолжением фермы за пределами леса, предлагая те же условия, о которых мечтал бык.
Он даже усовершенствовал его, спроектировав так, чтобы оно имитировало естественную среду обитания быка, предоставив достаточно места для выпаса и исследований. Благодаря этому новому изобретению Михаил смог с пользой провести время с Бусиком, укрепив доверие и связь, которую время и недопонимание отняли у них в прошлом году. Шло время, Бусик преуспевал в своей новой среде, и Михаил наблюдал за этим с огромным чувством гордости и удовлетворения. Заглянув в глаза Бусика, он увидел глубокую благодарность и удовлетворенность. Его драгоценный бык обрел свободу, и Михаилу нравилось, сколько спокойствия приносил ему один единственный регулярный процесс создания прочного дома. Испытывая все большее облегчение, он продолжал проживать каждый день с Бусиком, укрепляя их отношения, создавая связь, которая сохранилась на всю жизнь. Какая трогательная история! Что вы думаете о странном поведении Бусика? Что бы вы сделали, если бы ваш питомец вел себя подобным образом? Оставьте ответ в комментариях ниже.